Мы привыкли думать, что духовный путь – это ритуалы, мантры или какие-то формы. Но что, если Шива говорит о другом? Что, если освобождение начинается со слушания и размышления? Ом Намах Шивая. Шива Пурана, часть 8. В этой части мы с вами читаем о том, какими средствами может достичь освобождения, о том, почему слушание и размышление важнее слепой веры, и в чем заключается подлинное величие Шива Лингама, не как форма, а как живого символа присутствия Шивы. Это не философия для избранных, это путь для тех, кто живет в мире, но ищет освобождения, не убегая от жизни. Но перед началом, как всегда, наш маленький ритуал благодарности. Пожалуйста, оплатите свою дакшину, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так энергия знания продолжит движение и вернется вам во благо. Этим действием вы поддерживаете пространство ведической мудрости. Дайте свету знания возможности коснуться тех, кто этого по-настоящему желает. Услышав эти слова Суты, великие мудрецы сказали: «Расскажи нам, пожалуйста, эту несравненную Пурану, которая излагает всю сущность Веданты». Очень обрадовавшись просьбой мудрецов, Сута устремился мыслью к Шиве и сказал им. Сута сказал: «Размышляя о Шиве, свободном от несовершенств, слушайте же все Шива Пурану, величайшую из Пуран, которая подробно разбирает сущность света, где провозглашается триада Бхакти – преданность, Джаняна – знание и Варьягья – отрешение, и где досконально описывается сущность достижения только через Веданту». Сута сказал: «Слушайте же все Пурану, которая вбирает в себя сущность вед». В незапамятные времена, когда минуло много кальп, мировых эпох, и началась с очередного сотворения мира наша текущая кальпа, между мудрецами, принадлежащих к 6 родам, которые придерживались различных мнений о том, что достойно считаться великим, а что нет, возник великий спор. Они обратились к Брахме, Творцу, с вопросом о неприходящем. Все они, почтительно сложив ладони, обратились к нему со словами, исполненными смирения: «Ты творец всей вселенной, причина всех причин. Кто тут сущий? Кто старше всех начал? Величайший из великих?» Брахма сказал: «Тот, перед кем отступает слово, не достигая его даже с помощью ума, тот, от кого в начале времен приходится вся вселенная, начиная с Брахмы, Вишну, Рудры и Индры, вместе со всеми элементами и органами чувств. Это Господь Махадева, всеведущий, владыка вселенной. Его можно познать лишь высшей преданностью и никаким иным способом. Рудра, Хари, Хара и другие владыки богов, движимые великой преданностью, непрестанно желают видеть его. Какая польза в разглагольствовании? Человек освобождается преданностью Шиве. Преданность божеству зарождается по его милости, и его милость приходит благодаря преданности, точно так же, как из семян возникает росток, и он же порождает семя. Поэтому, о Брахмана, спуститесь все на землю, чтобы угодить Господу. Вы должны совершить долгое жертвоприношение длиною в 1000 лет. Средство достижения недостижимого можно постичь лишь милостью Шивы, который будет главным божеством этого жертвоприношения. И в этом заключается суть видьи, духовного знания, о которой говорится в Ведах. Мудрецы сказали: что есть это великое недостижимое? Каковы эти великие средства достижения? Что собой представляет исполнитель обряда? Объясни это, пожалуйста, со всей определенностью. Брахма сказал: достижение области Шивы есть недостижимое. Средство достижения – это служение ему. Садхака – тот, кто совершает обряд. Это человек, который свободен даже от желания вечности. И подобное умонастроение возникает благодаря его милости. Обряды, о которых говорится в Ведах, следует выполнять, посвящая их плоды ему. Верующий достигает стоп великого Господа через Саллокую. Все обретают великий плод согласно уровню своей преданности. Пути достижения этих уровней многообразны, как то это объясняет сам Иша. Я расскажу это кратко, коснувшись самых главных из этих путей. Слушание славы Шивы, прославление его посредством слов и размышления о нем – вот величайшие средства. Следует слышать о Махишваре, прославлять его и размышлять о нем.
Итак, источником истины для вас служит Шрути. Приняв прибежище в этих великих средствах и ни в чем ином, вы все достигнете недостижимого. Что касается видимых предметов, то люди видят их глазами и начинают действовать. Что же касается всего невидимого, то они узнают о нем посредством слуха, а затем переходят к действию. Поэтому Шравана, то есть слушание, прежде всего. Разумный ученик должен слушать устные объяснения наставника, а затем прибегать к другим средствам – киртане, прославлению, и манане, размышлению. Когда практикующий должным образом применяет все упомянутые средства вплоть до мананы, то через салокью и так далее он достигает шива-йоги. Тогда все телесные недуги уничтожаются, и человек испытывает высшее блаженство. Поистине путь духовного восхождения тягостен, зато потом все становится благоприятным от начала до конца. Мудрецы сказали: «О святой, что такое Шравана? Что такое манана? Как совершать киртану? Пожалуйста, объясни это ясно». Брахма сказал: «Ум склонен предаваться размышлениям. Способностью ума размышлять и оценивать поклонение, джапу, медитацию на божественные качества Иши, его образ, его божественные игры и многочисленные разнообразные имена, по их соответствующей действительности есть результат мимолетного, милостивого взгляда Господа. Поэтому устойчивое непрерывное размышление – самое важное из всех средств». Под киртаной, прославлением, понимает ясное описание подвигов, свойств, образов, игр и имен Господа Шивы с хорошим вкусом посредством чтения вслух древних преданий, исполняя песен хвалы даже на разговорных языках. Это среднее из трех средств. О мудрецы! Под Шраваной в мире знают слушание слов, связанных с Шивой. Каким бы образом, когда и где бы они ни произносились, с тем же напряженным вниманием, с каким слушают игривые речи флиртующих женщин. Шривана, слушание, имеет место, когда человек общается с благими людьми, когда киртана пушапати становится постоянной. В конце концов приходит манана, которая выше всего. И все это бывает благодаря милостивому взору Господа Шивы. Сута сказал: «О святые, чтобы вы лучше поняли величие этих путей, я расскажу вам один случай из прежних времен. Слушайте, пожалуйста, внимательно». Давным-давно мой наставник Ясса, сын мудреца Парашары, совершал аскезу на берегу реки Сарасвати. При этом ум его был несколько возбужден. Случилось так, что в это время поблизости в небесной колеснице, сияющей подобно солнцу, пролетал божественный мудрец Саната Кумара. Он издали заметил моего наставника. Выйдя из своего созерцания, мой наставник увидел сына Брахмы. Тогда Вьяса, исполненный благоговением трепета, предложил ему истовые поклоны. Он предложил мудрецу Архию воду для омовения стоп и сидения, соответствующее его божественному статусу. Довольный божественный мудрец сказал моему наставнику, исполненному смирения, в высшей степени глубокие слова. Санат Кумара сказал: «О мудрец, ты избрал для своего созерцания правильный объект. Великого Господа Шиву можно осознавать и увидеть. Но почему ты совершаешь аскезу с рассеянным умом?» Когда Санат Кумара так обратился к нему, мудрец Вьяса стало понятно его намерение. По милости божественных старейшин, таких как ты и я, строго следуя ведическому пути, почти достиг в этом мире 4 целей жизни – благочестия, процветания, наслаждения и освобождения. Я сделался наставником для всех. Тем не менее, кажется удивительным, но знание о путях освобождения так и не снизошло на меня. Я совершаю аскезу ради освобождения, но не знаю, как его достичь. О лучший среди брахманов! В ответ на эту просьбу Вьясы, сведущий божественный мудрец Санат Кумара, рассказал ему о самом надежном пути к освобождению. Как уже упоминалось, согласно высочайшим положениям Вед, существует 3 пути – Шравана, Киртана и необычно действенная манана Шивы. В прежние времена я тоже, сбитый с толку, другими методами совершал великую аскезу на горе Мандара. По приказанию Шивы туда явился его божественный слуга Нандикешвара. Этот исполненный состраданием повелитель Ган, свидетель всего, с любовью поведал мне о высочайших путях, ведущих к освобождению, а именно к Шраване, Киртане и Манане, каждый из которых находится в полном согласии с высочайшим положением Вед.
Поэтому, о святой мудрец, вот 3 средства достижения освобождения, которые советует Шива. Пожалуйста, применяй их. Он снова и снова повторял этот совет. Сказав это в ясе, сын Брахмы в сопровождении своих последователей зашел на небесную колесницу и улетел в свою сияющую и благословенную обитель. Итак, я вкратце рассказал вам поучительный случай из древних времен. Мудрецы сказали: «О Сута, ты описал Шравану и так далее, то есть все 3 средства достижения освобождения. Если человек не способен практиковать все эти 3 метода, что он должен делать, чтобы достичь освобождения? Каков тот обряд, посредством которого он может достичь освобождения без надрыва и изнеможения?» Сута сказал: пусть человек, не способный практиковать 3 действия, такие как Шравана и так далее, установит лингам или изображение Шивы и поклоняется им каждый день. Так он сможет пересечь океан мирского бытия. Пусть верующий также, насколько позволяет ему возможности, жертвует богатство, не обманывая других. Пусть он предлагает и в качестве подношения лингаму или изображению Шивы. Он должен неустанно поклоняться им. Поклонение следует совершать тщательно. Сооружение жертвенных помостов, декоративных ворот, монастырей, храмов, священных мест для омовения и так далее, предложение с должным почтением ткани, духов, гирлянд, благовоний, лампад, приношение различных видов вареного риса, оладьи, пирожков вместе с дополнительными блюдами, зонтики, опахала вместе со всеми принадлежностями. Пусть все это находится в применении в поклонении Шиве. Поистине, пусть ему воздастся все царские почести. Следует по возможности совершать обход, изображения символа храма Шивы и поклоны, сопровождая это джапой. Пусть должной преданностью выполняются все различные общепринятые элементы поклонения, такие как призывание божества. Человек, который таким образом поклоняется лингаму или изображению Шивы, достигает освобождения даже без Шриваны. Многие благородные люди прежних времен освободились одним лишь подобным простым поклонением. Мудрецы сказали: божествам везде поклоняются только в виде изображений. Почему же Шиву почитают и через изображение, и через лингам? Сута сказал: «О мудрецы, вы задали святой и чудесный вопрос. Ответ на него дал сам Шива, а не какой-нибудь обычный смертный. Я расскажу вам, что сказал сам Шива и что я услышал от своего наставника. Только Шиву прославляют как Нишкалу, лишенного имени и образа, поскольку он тождествен высшему Брахману. Он также и Сакала, так как у него есть зримый образ. Он и Сакала, и Нишкала. Именно его аспекту Нишкала соответствует лингам. Аспекту Сакала соответствует поклонение его видимому образу. Поскольку он обладает и Сакала, и Нишкала аспектами, люди почитают его и в виде лингама, и в виде скульптурного изображения, и он носит имя высочайший Брахман. У других божеств, так как они не являются Брахманом, нет никакого аспекта Нишкала. Поэтому другим божествам не поклоняются в виде лингама. Другие божества – суть не Брахман, а индивидуальные души. Поскольку они являются воплощенными, их почитают только в телесном образе. Шанкара обладает природой Брахмана, а другие божества – природой индивидуальных душ. Это объяснил, раскрывая значение пранавы, слога «Ом», Нанди Кешвара, когда Санат Кумара, мудрый сын Брахмы, обратился к нему с вопросом на горе Мандаре. Во время поклонения всем божествам, кроме Шивы, мы часто видим лишь телесный образ, и только в поклонении Шивы мы находим и лингам, и телесный образ. Поэтому, о великодушный, разъясни мне это, пожалуйста, ясно, чтобы я осознал истину. Нанди Кешвара сказал: невозможно ответить на твой вопрос, не открыв тайны Брахмана. О бескрешный, поскольку ты благочестив, я расскажу тебе, что сказал сам Шива. Так как у Шивы, как у высшего Брахмана, есть бестелесный аспект в согласии со смыслом Вед. Нишкала лингам используется только в поклонении ему, так как у него есть и телесный образ. Его телесный образ также почитается и принимается всеми людьми. Согласно определению Вед, в поклонении другим божествам нужно использовать только телесные образы, ибо они, эти божества, суть воплощенные индивидуальные души. Боги проявляются только в воплощенном аспекте. Говоря же о Шиве, священные писания упоминают и лингам, и воплощаемый образ. Санат Кумара сказал:
О благословенный, ты объяснил, почему Шиве поклоняется и в виде лингама, и в виде изображения, в то время как других божеств почитают только в виде изображений. Поэтому, о владыка йогинов, я желаю подробно услышать о том, как Шива явил себя в своем аспекте лингама. Нанди Кешвара сказал: «Дорогой, из любви к тебе я открою тебе эту истину. Давным-давно в прославленную первую кальпу великие духом Брахма и Вишну сражались друг с другом. Для того, чтобы искоренить эту гордыню, Господь Парамешвара явил свой бестелесный образ в виде столпа света между ними. Он отдельно явил свой лингам, который вышел из столпа, желая благословить миры. С тех пор с одним лишь Шивой связывают и божественный лингам, и телесный образ. Со всеми божествами, кроме Шивы, связывают только телесный образ. Различные телесные образы различных богов даруют лишь мирские наслаждения. Что же касается Шивы, то лингам и телесный образ даруют одновременно и благое мирское наслаждение, и освобождение. На этом мы завершаем очередную часть Шива Пурана. Эти слова не для спора и не для веры вслепую. Они для внутреннего слушания. Если вам что-то откликнулось, останьтесь с этим. Не торопитесь с выводами. Поделитесь своими мыслями или вопросами в комментариях. Шива Пурана раскрывается через размышления и диалог. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на канал и поддержите это видео лайком. Индомания – пространство ведической мудрости. Добро пожаловать в место вашей силы. Продолжение, как всегда, в следующий понедельник. До новых встреч! Namah Shivaya.